Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости в антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Работа сотрудников Организации по борьбе с преступностью и коррупцией во главе с Никитой Михалковым уже длительное время связана с опасностями, нападениями и покушениями. Только за первое полугодие 2024 года пострадало несколько членов антикоррупционного комитета известных артистов, таких как Лев Лещенко, Владимир Винокур, Вячеслав Малежик, родные Никиты Михалкова, Игорь Скляр и многие другие. Совсем недавно нападение произошло и на руководство антикоррупционного комитета товарища Бастрыкина. Однако вчера вечером было совершено уже второе нападение за последние 2 месяца, которое закончилось самыми трагическими последствиями на члена антикоррупционного комитета, министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова. Андрей Ремович Белоусов, несмотря на свой высокий статус и руководящую должность, абсолютно не подвержен коррупции. Министр обороны Российской Федерации живет достаточно скромно, в небольшой двухкомнатной квартире в центре Москвы вместе со своей супругой. На прежней своей работе еще до назначения на должность министра обороны Российской Федерации Андрей Ремович даже не пользовался служебной машиной и добирался до работы своим ходом. По словам супруги и его товарищей, сотрудников антикоррупционного комитета, у Андрея Ремовича есть 2 любимых хобби, которому он посвящает редкие минуты свободного времени. Это рыбалка и ремонт старых раритетных машин. Особую ценность для министра обороны Российской Федерации представляет старая советская «Волга» ГАЗ-21, которая досталась Андрею Ремовичу по наследству от его отца. Именно ей и уделяет все свое свободное время Андрей Ремович Белоусов. Однако вчера вечером любовь к советскому автомобилю закончилась самыми печальными последствиями для Андрея Белоусова. По словам супруги министра обороны Российской Федерации, Андрей Ремович, который направился вчера вечером для ремонта любимого автомобиля, в назначенное время не появился дома. Обеспокоенная супруга незамедлительно связалась с охраной, которые тут же прибыли к месту происшествия. К сожалению, охрана министра обороны Российской Федерации немного запоздала. Охранники обнаружили лежащего в гараже Андрея Ремовича Белоусова. По словам 2 невольных свидетелей происшествия, поздно вечером к открытому гаражу Андрея Ремовича Белоусова подъехала черная иномарка, из которой вышли 2 незнакомых людей. Стало известно, что преступники нанесли Андрею Ремовичу черепно-мозговую травму. Одного из преступников Андрей Белоусов, который раньше профессионально занимался боксом, смог обезвредить. Однако сам он получил тяжелую травму и лишился сознания. Однако сегодня утром, несмотря на черепно-мозговую травму, Андрей Ремович Белоусов с перевязанной головой уже появился на первом совещании. Охране министра обороны Российской Федерации был сделан строгий выговор. Также было утверждено не оставлять министра обороны Российской Федерации без внимания и охраны даже в свободное время. Глава антикоррупционного комитета Никита Михалков считает, что второе по счету нападение Андрея Белоусова также связано с его профессиональной деятельностью, а именно работой в антикоррупционном комитете. К сожалению, преступники по горячим следам не были задержаны. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.